Уже отсюда вижу крышу домика. Подходим к домику, к лесному. Подходим к берегу. А воды добавилось еще больше. Ну, с виду бы как вроде здесь все нормально. А ну, живое, в принципе, все. Так, друзья, ну вы как видите, с печкой все нормально, а вот это вот мне не нравится. Видите, что на печке? Шелуха вот эта вот, которая выпала вот отсюда. Видите? Вот тут дыра. Он уже здесь гнездо было. Вот тут, наверное, мыши табуном. Вот, тут, вот их тут. Все они тут пообгадили. Мыши лазили. Надо вот это вот пришить назад. И пришить надо не просто так скобами, а надо сюда, наверное, какую-то то ли планочку, то ли какой-то материал пришить, чтобы она держалась, а так как она будет все время отрываться. Так вот. Отлично, все. Так, растоплю сейчас печечку, чтобы приехать после рыбалки, было здесь тепло и уютно. Пока я там буду часа 4, может и дольше. Дело в том, что на улице, я смотрю, погодка не очень. Поэтому сейчас я быстренько все это дело распалю и на рыбалочку. Подписчики многие писали, когда вы уже поедете на рыбалку. Вот. Кстати, да, я что хочу сказать. Вчера я разговаривал с Алексеем, он там немножко приболел, мы с ним по очереди болеем. То я с пальцем со своим, то теперь он там что-то приболел, простудился или, в общем, не знаю, не могу точно сказать. Но, в общем, приболел. Вот. Поэтому мы с ним по очереди болеем, как говорится. То он, то я. Ну, вот видите, уже задают очень много зрителей вопросов, зачем вам это надо, вот этот домик. Так вот он, друзья, зачем надо. То есть, вот приехал на рыбалочку, отдохнуть, половить рыбки, чтобы не мерзнуть. Взял, как говорится, растопил печечку, как и пришел в домик и грейся себе спокойненько. Опа. Газовая горелочка такая. Ух ты, не хочет гореть. Спички даже сухие. Все. И сейчас и вот так вот быстренько сейчас растоплю печку. И еду на рыбалку. Дровишек подброшу, чтобы она подольше горела. Чтобы я приехал, печь еще была теплая, чтобы и здесь прогрелась хорошенько. О! И обычных дров вот таких вот понасобираю. Вон там есть негожие такие. И их
туда же брошу. И покуда я буду на рыбалке, пусть согревается здесь все. Все, одеваюсь и вперед на воду. Так. Печка дымит, все отлично. Ну и все. Все, друзья, я экипировался и погнал я на рыбалочку. Приехал я на точку, посмотрел по эхолоту, вроде бы стоит здесь малек, поэтому сейчас попробую здесь побросать. Опять же буду ловить вот на мандулу такую вот, друзья. Ну, посмотрим, что нам принесет. Глубина тут хорошая. Наверное, тоже 12 где-то метров. Переехал я на другое место. Сейчас попробую здесь побросать. Опа. Бросаю также на мандулу. В общем, мне получается, будем говорить, толком только на нее ловить. Не знаю, как у кого, но мне нравится она больше всего. Хотя у меня есть резина, все есть, но мандулу я предпочитаю больше всего. Во-первых, почему? Так как у нее крючок, будем говорить, назади, на самом хвостике у нее крючок. И судак зачастую берет прям за хвост. Откусывает резину. Вот. И сходит. А за мандулу, если он зацепится, то это стопроцентно то, что он будет на крючке. Я так думаю. Ну что, пока тишина. Хотя малек здесь стоит. Щука должна быть. Вот, смотрите, друзья. Вот он, малек показывается. Глубина 8, где-то 9 метров. А у нас здесь глубина, вот она, 13 метров. Значит, вот этот слой, весь, стоит малька под нами. И здесь должна стоять и щука, и судак. Сейчас будем пробовать. Опа! Есть, друзья! Есть! Сошел. Включил камеру и сошел. Это надо.
Да. Вот вам и пожалуйста. Попустил чуть-чуть и потянулся до кнопки, чтобы нажать камеру вторую вот здесь, вот, которая на груди. И он сошел. И такой, видать, судак был, бляха, шуточку. Ну, бляха, ну что такое? Ну ничего. Да, хороший судачок попался, но сошел. Такого еще у меня не было. Ох, а какие зубы зажали на мандуле остались. Это вообще. Поперек она ее взяла, и я и крючком не зацепила. За хвост опять же, видно следы. За хвост, вот два, прям продавила. Это вообще. Есть, друзья, первый судачок. Только поменял мандулу, поставил, и сразу поклевочка. Ну, что-то не очень большое, я вам хочу сказать. Но судак есть. Хотя, не знаю я, вот он выходит. Ага, есть. Судачила. Опа. Вот такой вот, друзья, вот он. Красавчик, друзья, вот она, ради чего. Это в последних комментариях я читал, кто-то спрашивал, а когда ж вы будете судака ловить? Я говорю, не переживайте, скоро будем. Вот, смотрите, красавец. Ну, килушка здесь железно. Тихо, 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 тихо. Сейчас мы его на куканчик возьмем. Красавчика. Долго я ждал, пока он надумает клевать. Красавчик. Сейчас пойдешь восвояси. Опа. Все, иди. Ветерок то поднимется, то стихнет. А с утра было, друзья, где-то минус 2 градуса. Руки мерзнут все равно. А в перчатках я не могу ловить. Я и так-то судака не очень, как говорится, специалист по судаку. Так, ну что, поехали. Должен он и с этой стороны брать, если не только с той. И вот видите, были 2 поклевки на резину. И 2 поклевки пустые, не вытянул ничего. На судака одна была поклевка, я ее зацепил, наполовину с воды вытянул, но сошел судак. А сошел, потому что я его послабил немножко, хотел камеру включить нагрудную. А он смылся. Поклевка была, друзья. Опять. Да что ты сделаешь, а? Не хочет, не хочет. Так, ну что, попробовать что-то поменять. Приманочку попробовать сменить все-таки. Ну что, какую-то
своеобразную поставить. Не знаю уже, если честно, что поставить. Такую вот приманку попробовать поставить с грузиком. Сейчас попробую вот такую вот бело-голубую поставить. Что-то ж ему надо, судаку. Непонятно только что, конечно. Сейчас попробую сменить. А вот такую вот поставлю. Вот. Ну, попробую ее. Так. Сюда. В эту сторону. По ветру закину. Так лучше. Вот так. Есть. Опа. Есть, друзья. Вот он. Иди сюда, красавчик. Опа. Опа. Второй судачило, друзья. Полностью проглотил. Видите, мандулу. Вся во рту у него. О. Так. А ну отдай. Так, надо что-то взять, чем-то достать. Опа, есть. И не зацепил, он просто во рту задавил ее и все. Так, есть. Сейчас мы тебя на куканчик. Тихо, 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 тихо. Сейчас поплывешь, сейчас. Тоже где-то с килограммчик. Такая же, наверное, как та, может, чуть поменьше. Судачина. Опа. Иди туда. Смотрю по эхолоту. Значит, куда-то ушел малек. Под нами нету, пусто, ничего. Вот видите, 10 метров и пробивает дно до самого. И нету ничего. Сейчас, наверное, вот это вот брошу еще раз. Вернее, вот это вот последний раз сейчас протяну и, наверное, буду собираться. Там уже, наверное, печечка протопилась в домике, тепло, хорошо, поэтому сейчас поеду туда. Надо покушать, что-то приготовить. Вот такой вот улов сегодня. Вот он. Такие две близнецы. Вот так вот, друзья. Вот такие вот. В общем, одинаковые два близнеца. Судачка. Так что все, еду к домику. Так, заводимся и погнали. И снег, и дождь. Быстрее бы приехать да согреться. О! Так, подходим. Вода мутная. С утра была чистая водичка.
Пойду еще посмотрю, что там у меня из вещей есть. Так. Хорошо все-таки, что я перед тем, как поехать на рыбалку, протопил. Растопил печку, заехал сюда. А так было бы холодно. А так, сейчас еще я добавлю, уже почти перегорело все там. Сейчас добавлю и будет там вообще Ташкент. Так, опа. О. Есть. Сейчас добавлю дровишек. И что-то нужно будет сварганить, покушать быстренько. О! Чайку заварить. Вот для чего нужен домик лесной. Не жить в нем, а вот так вот периодически. Ну, можно и приехать на несколько дней. На 3, на 4, на неделю. Вот как Алексей жил. Возможно, может даже ты больше в землянке. Ну, а в основном домик нужен вот, друзья, для чего. То есть приехали мы, или я, или Алексей на рыбалку, там, или по каким-то делам, по своим. Вот. Приехал. У тебя есть где остановиться. Остановился, протопил печечку, нарубил дров, здесь тепло, лежаночка есть, можешь ложиться и спать. Вдруг приедет Алексей, пожалуйста, приедет Алексей, у него тоже есть лежанка, есть, как говорится, и кровать своя, все, ложись и спи. Здесь есть какие-то вещи, какие-то продукты, что-то из продуктов есть. В любое время можно покушать, приготовить. Чем сейчас и займемся. С дома я, друзья, взял хлебушка и взял быстрого приготовления яйца, можно сказать так, чтобы долго не мучиться. Яйца и колбаски, что можно пожарить, сальцо. И буду жарить. Сковородка есть. Сейчас пойду возьму сковородочку. Опа. Сковородка, друзья, есть, была на улице, никто ее не тронул. Но хорошо, что я ее занес. Здесь ручка деревянная, она может размочиться и лопнуть. И останемся без ручки. Поэтому вовремя я ее занес. Так, что тут еще у меня есть? Соль у нас тут есть. Все, сейчас ножик пойду возьму. Наверное, остался в лодке ножик. Убираю. О. Кружки, ну, чтоб побыстрее, так как с утра то я растопил, но она уже, будем говорить, догорала. Достал масло, тормозочек, досточки нету. Ну, досточка у нас служила, насколько я помню, вот эта вот крышечка. Надо тряпочкой ее бы вытереть. Опа. Вот она. Ну и все. Яйца, сало. Кусочек я брал свежего. На сковородочке. И потом разобью туда вон яичек. И с яичками поджарю, уже мясо готовое. Отлично. Так, сейчас ополосну сковородку. Еще водички горяченькой чуть-чуть. Чем-то ополосну ее.
сделаю вот такую вот приспособу. И вот ей сейчас помою. Покуда здесь горячая. Ух. И маслечко, и приступаем к жарке. Опа, есть. Вот так. Чуть-чуть масла. И все, тут чайничек пусть закипает. Чаек буду пить. А здесь пусть греется сковородочка, подогреется, и буду жарить. Сардельку вот такую вот одну. Сейчас то же самое я ее порежу. Чё ж она будет пропадать. И на сковородочке поджарю. Сейчас ее колясочками также порежу. Опа. Ну это уже такое, что получается, как вроде бы ужин на двоих, только вот второго нету. Так, все, слышите, засковчала сковородочка, и я опа. Сальцо сюда. Уже, друзья, невозможно к печке подойти. Я пришел, она была такая, уже перегорела все. Такая, будем говорить, ну, 100, может 110. А сейчас просто жарища такая, что невозможно подойти уже к ней. Это водичку сюда лью, чтобы не загорелось снизу. Я за ручку невозможно взяться уже. Горячая она. Ну, я вам хочу сказать, удачный день сегодня. Было несколько поклевок судака, сходов, будем говорить так. Ну и 2 судачка я неплохих взял, где-то по килограммчику они. Один может чуть меньше, может 900 грамм, где-то так. Вот, а тот килограмм железно. Вот. В общем, подфартило мне. То ли подфартило, то ли... Не знаю я, как сказать это правильнее. Опа. Так, переставил я чайничек сюда, поставил, сильно там горячо стояло. И вообще уже до печки не подойти, друзья. Поэтому сюда я переставил. Так, мясо уже и сало тоже готово. Вернее, сало это не мясо, а сало с мясом такое красивенькое. Все, бью яйца, друзья. Яички. Опа, есть одно. Второе. Третье. Я думаю, 3 яйца мне хватит. Хоть бы это скушать. Если бы были вдвоем с Алексеем, то, конечно, да. А так, я думаю, хоть бы я это сам съел. Не, еще тут вот яичко. С салом, мясом и сарделька. Отличная вещь. Все, снимаю сковородочку. Опа, есть.
Фух, я вам хочу сказать, уже жарко здесь. Наверное, сейчас разденусь. Фух. Взял ложечку. Так, ну и что? Будем обедать. Завтракать я дома с утра. Со стороны перекусил немножко, чаек попил и позавтракал. Ну а здесь уже будем обедать. Фух. Ну, друзья, сегодня у меня, конечно, настроение. Мама, не горюй. А ну-ка. Это бомба. И все такие неплохие судачки, я вам хочу сказать. В общем, я доволен. Сейчас еще покушаю. И, в принципе, можно спокойно уже будет отдохнуть полчасика. Угу. Друзья, приятного аппетита и вам тоже. Да скажет, сам ест, нам не дает. Руки я помыл, у нас есть моющее, для тех, кто следит за этим. Друзья, под такой обед не мешало бы, конечно, и под 100 грамм. Но, как я уже говорил, что я сейчас в последнее время не употребляю вообще ничего. Ну, так как и с пальцем у меня проблемы вот с этим вот. Я не знаю, что с ним будет дальше. Посмотрю. То ли опять в больницу идти. После того раза, когда мы с вами разговаривали, последний раз, когда ночевали здесь, я вам говорил, поеду на рыбалку или нет, так как рука опухла и палец. После того, по приезду я приехал домой и пошел к хирургу. Хирург мне назначил курс антибиотиков. В общем, 10 дней. Я, конечно же, их пропил. Опухоль с пальца прошла. Сейчас он тоже у меня не болит. Но все равно что-то мне здесь не нравится. В любом случае. Не знаю по какой причине. В пальце осталось какое-то уплотнение. Спрашивал у искусственного интеллекта. Так и так ему рассказал. Он рассказывает, что у рыбаков это часто бывает такое. Вот. И это там какая-то капсула. Ее наш организм запаковывает, чтобы он не расходился. И говорит, вам нужно сделать УЗИ. Так что, наверное, в ближайшее время надо съездить или сходить, сделать УЗИ пальца и посмотреть, что там и как с этим пальчиком. Заварю чайку. Да, термос еще брал с дома тоже. Будем говорить уже все. Практически день закончился. И я вам хочу сказать, что прошел очень даже он неплохо. Порыбачил. Очень даже хорошо. Мне понравилось.
Погода, конечно, подкачала под конец. Ну а так все отлично прошло. Уже почти сковородка пустая. Постучал по сковородке и вспомнил в прошлый раз, Алексей рассказывал анекдот. Вы, наверное, это помните, но если кто не знает, расскажу. Сидят, сидят группа аристократов и пьют чай. Насыпали, ну и все ж садятся. И как всегда, ложечкой колотят чай, чтобы сахар разошелся. Ну или там может быть кофе, я не знаю как. Ну, в общем, понимаете сами. Ну и один мешает чай. Ну, типа такого. Раз, оп, стукнул по чашечке. И говорит, ой, господа, пожалуйста, извините меня, пожалуйста, простите. И не чайника так сделал. Другой мешает, там еще кто-то. Раз, тоже задел. Ой, господа, простите. Ну и один сидит. Раз только мешает. Хлоп, стукнул. Извините. Второй раз хлоп, стукнул. А потом говорит, знаете, что я вам хочу сказать? 1000 извинений. И давай молотить. 1000 извинений, друзья. Так, все. Чай выбрасывается. Кстати, ну и тут есть немножко сахарку. Должно быть, да. Есть тут сахарочек. Все, я наелся уже практически. Сейчас пью чаек. Так. Я не Алексей, вы ж обессудьте, я пью чай с сахаром. А в гостях, как один рассказывал, знаете, тоже есть анекдот. Говорит так, вам, говорит, с сахаром? Он, да, конечно. А сколько? Он говорит, 5 ложечек, пожалуйста. Ему раз одно, она так на него смотрит, раз, два, три, четыре, 5-ю насыпала. Он так смотрит, спасибо большое. Садится так, она ему подала, он садится и пьет. Она ему говорит, молодой человек, ну вы же размешаете, у вас весь сахар на дне. Ой, извините, говорит, я люблю не сладкие. Так, друзья. Ну, я пью сладкий. Это Алексей не сладкий пьет, а я сладкий. Ну и тут осталось чуть-чуть. Я уже не осилю это. Карлоса нету. Ни собак, ни кошек нету. Так что я, наверное, заберу это все с собой домой. Дома с удовольствием повечеряю. Опа. Так, это яички сюда. Надо будет спалить. Но это все сюда в лоточек. Положу. Лоточек чистый. И дома уже повечеряю, друзья. Сковородку надо помыть. Оставлять ее грязной нельзя, так как тут мышей полно. И, наверное, ее вообще на улицу надо
Так, хлебушек тоже сюда положу. Есть. Ну, в принципе, все. И это сдача домой. Друзья, вот. Кстати, друзья, сегодня первый раз я готовил на этой печи. Еще мы ни разу на этой печке ничего не готовили. Это я первый раз поджарил мясо с салом. Вот, и приготовил яичню. Еще мы ни разу на ней не готовили. Это первый раз. А чай тут какой вкусный. Это вам не дома чай. Это здесь, в лесном домике, друзья. За ваше здоровье. На этом буду заканчивать свое видео. Жалко, конечно, что не было с нами сегодня Алексея. Ни на рыбалке, ни здесь в землянке. Конечно, мы с ней бы тогда пожарили бы этого судачка. И здесь бы, конечно, бы вместе с вами его употребили. Все. Пока. С вами был канал «Жизнь и рыбалка». Обязательно подписывайтесь. Пока.